В этом мастер-классе я вам предлагаю связать вместе со мной вот такую сумочку. Связана она узором ракушка. У сумочки вязаное дно овальное и кожаная фурнитура. По размерам сумочка получилась в высоту примерно 24 сантиметра. Здесь вы можете регулировать сами, в зависимости от количества провязанных рядов. Размер донышка 10 на 25 сантиметров. Размер может меняться в зависимости от вашей плотности вязания и номер крючка, который вы выберете. По расходу на такую сумочку у меня ушло около 2 мотков пряжи. Даже если вы будете вязать сумочку одного цвета, одного моточка вам точно не хватит, так что запасайтесь 2. Для вязания такой сумочки я использовала крючки 6 и 7 миллиметров. Также мне понадобилась фурнитура. Это пришивная застежка, цвет Ниагара. Также 2 пришивных полукольца цвета Ниагара. Ремешок я взяла длинный другого цвета. Цвет называется перламутр. И трикотажная пряжа соответствующих цветов перламутр и Ниагара. Для своих изделий я всегда использую трикотажную пряжу Бисквит. И ее, и фурнитуру вы можете посмотреть и приобрести по ссылке, которую я вам оставлю в описании под видео. И также ссылку я для вас закреплю в комментариях. При заказе вы можете ввести промокод 1318. Он дает скидку 5% на весь ассортимент магазина и суммируется со всеми теми скидками, которые уже есть на сайте. Для того, чтобы связать такую сумочку, нам понадобится донышко. У меня будет вязаное донышко из трикотажной пряжи. Сейчас есть очень много кожаной фурнитуры, вы можете использовать кожаное донышко готовое. Как связать вот такое овальное дно для сумочки, вы можете посмотреть в моем мастер-классе. Ссылка будет вот здесь в подсказке. Еще я оставлю ссылку в описании под видео. Если вы решите тоже сделать вязаное дно, переходите, смотрите, вяжите донышко по мастер-классу и потом возвращайтесь сюда. Раппорт нашего рисунка равняется 6 столбикам, поэтому общее количество столбиков должно у нас делиться на 6. В моем овальном дне у меня получилось 46 столбиков, галочек в самом последнем ряду. И нужно будет сделать еще прибавку в следующем ряду, для того, чтобы получилось число, которое можно поделить на 6. Сделаем 2 прибавки и получится 48. То есть, если у вас будет донышко другого размера, если вы захотите сумку намного большего размера, но с таким рисунком, просто учитывайте, что раппорт равен 6 и количество столбиков у вас должно делиться на 6. Первым делом мы перейдем к вязанию первого ряда стенок сумочки. Здесь нужно учесть важный момент, что если мы разделим 48 на 6, это получится 8 раппортов помещается у нас, и их нужно распределить таким образом, чтобы это смотрелось гармонично. Получается, что нам нужно распределить раппорты 2 здесь, 2 здесь, получается по углам, 2 будет здесь и 2 здесь. Поэтому начало места вывязывания первого ряда тоже нужно учесть. Это очень важно. Чтобы у нас раппорты получились по углам, нам нужно найти столбик, который располагается примерно по центру вершинки. У меня это вот этот столбик. И от него я отсчитываю в правую сторону 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 6 столбик. И с него я буду начинать вязать первый ряд стенок. Берем кончик нити. Вот тот столбик, который мы отсчитали. Находим сверху его косичку. Заходим в центр косички за заднюю стеночку и заходим крючком еще и под перемычку. Хватаем рабочую нить, втягиваем, делаем воздушную петлю.
Единственный момент еще учтите, что вот эта галочка, вот этот столбик должен у вас быть максимально не растянутым. Делайте его потуже. Вот так. Этот кончик мы будем параллельно ввязывать в ряд. Заходим в центр следующей косички. Заходим под перемычку. И кончик нитки кладем поверх. Хватаем нить, вытягиваем, провязываем столбик. Также важно не сильно затягивать вот эту вот петлю, которая у вас на крючке, чтобы у нас донышко сильно не стянулось после того, как мы провяжем первый ряд. Немножечко ее оттягиваю и вяжу дальше. Столбики мы провязываем до вершинки. И в ту галочку, которая у нас находится примерно в центре, сейчас я до нее как раз уже дошла, в эту галочку, точнее не в эту галочку, а в эту косичку мы провязываем прибавку. То есть нам нужно, чтобы получилось в итоге число, которое делится на 6. У нас было 46 столбиков. После того, как мы провязали последний ряд, нам нужно, чтобы было 48, поэтому делаем 2 прибавки. Делать я их буду здесь, в центре вершинки, и с этой стороны тоже. Провязываем в эту косичку. Забываем про перемычку. Провязываем 2 столбика. Раз. И сюда же второй. Прибавка. Дальше мы вяжем по одному столбику в каждую косичку, не забывая заходить крючком также под перемычку до следующей вершинки. Здесь тоже находим центральный столбик, в него делаем прибавку и довязываем до того места, откуда мы начинали. И здесь уже с вами встречаемся. Я заканчиваю вязать ряд, первый ряд стенок, провязываю последний столбик. Пересчитаем количество столбиков, которые у нас получилось. 48. Все правильно. Теперь ряд соединяем. Единственное, что нужно хорошенечко подтянуть, расправить вязание, и только после этого уже соединять ряд. Петлю оттягиваем, не слишком много, примерно вот сантиметра 2,5. Заходим с обратной стороны самой первой косички, которая у нас получилась в этом ряду, одеваем петлю на крючок, втягиваем. Далее заходим под втянутую петлю, одеваем петлю на крючок, подтягиваем за ниточку, которая ведет к мотку, чтобы было потуже, чтобы было максимально маленькое вот здесь пространство. И втягиваем нить в петлю и под соединение. Воздушная петля. Вот таким образом мы начали вязать второй ряд. Дальше мы пропускаем 2 столбика, 2 косички. Раз, два. И под третью косичку мы будем провязывать 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид, придерживаем,
раз, два, под третью косичку провязываем 5 столбиков с одним накидом. Два. Три. Четыре. 5. 5 столбиков с одним накидом. Далее снова пропускаем 2 косички. Раз, два. И под третью вяжем столбик без накида. Вот так. Далее повторяем все то же самое. Пропускаем 2 косички и под третью провязываем 5 столбиков с одним накидом. Накид, под третью косичку, два столбика, три, четыре и еще один, 5. Провязали, расправили, отступаем 2 косички, раз, два, под третью косичку вяжем столбик без накида. Вот, собственно, и весь рисунок. Таким образом провязывайте весь ряд до конца. Встречаемся в конце, я вам покажу, как мы переходим на следующий ряд. Я довязала ряд до конца, провязала последние 5 столбиков с одним накидом. У нас осталось 2 косички и дальше тот столбик, с которого мы начинали вязать ряд. Вот к косичке этого столбика, вот к этой косичке, которая находится слева от столбика, мы будем делать присоединение. Оттягиваем петлю, заходим с обратной стороны косички, петлю втягиваем. И чтобы вот здесь не было такого большого отверстия, мы заходим вот сюда, в серединку косички, которая идет у нас выше столбика из первого ряда. Заходим в серединку, дальше заходим в центр втянутой петли, надеваем петлю на крючок, который мы втянули, подтягиваем ниточку и эту нить втягиваем в петлю на крючке и выводим здесь на лицевую сторону. У нас сейчас петля на крючке, мы ее оттягиваем побольше, чтобы она была выше рисунка. Крючок поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы у нас петля получилась перекрученной, и делаем воздушную петлю. Таким образом мы имитируем столбик с одним накидом. Дальше делаем накид. Сейчас покажу, чтобы было лучше видно. Если соединение мы делали вот сюда, в серединку, то провязывать мы будем вот сюда, под соединение, которое у нас получилось, под втянутую петлю. То есть получается, не затрагивая вот эту часть косички, под которую мы заходили. Делаем накид, заходим вот сюда. И провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз.
2, 3, еще один, 4. Вместе с первым у нас получилось всего 5. Далее находим 5 столбиков с одним накидом, считаем 1, 2, 3. Вот под косичку третьего столбика мы вяжем столбик без накида. Далее пропускаем 2 столбика, 2 косички, и под косичку столбика без накида опять провязываем 5 столбиков с одним накидом. Заходим вот сюда под косичку этого столбика и провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше снова пропускаем 2 косички, под третью вяжем столбик без накида. Таким образом я довязала до конца ряда. Ряд у меня заканчивается столбиком без накида. Дальше мы делаем соединение. Находим первый столбик с одним накидом, который у нас получился. Над ним косичка. С обратной стороны косички помещаем крючок, петлю втягиваем. Если вы вяжете сумочку однотонную, она у вас будет одним цветом, то вы заходите под косичку столбика без накида, одеваете петлю, подтягиваете и этим же цветом продолжаете вязать. То есть втягиваете этот же цвет в петлю, вот сюда под косичку, и там уже продолжаем вязать. Я же буду менять цвет, поэтому вместо этого цвета я беру новый, втягиваю его в петлю и под косичку, оттягиваю чуть побольше, перекручиваю и делаю воздушную петлю. Таким образом заменяя столбик с одним накидом. И сюда же этим цветом провязываю еще 4 столбика с одним накидом. Всего должно получиться, как обычно, 5. Еще один 5. Вот так. Дальше вяжем точно так же, как и в предыдущем ряду. Пропускаем 2 косички. Только получается здесь у нас вместо одной косички соединение. Вот видно, под эту косичку у нас мы втягивали петлю. Поэтому считаем эту косичку, под которую втянули петлю, дальше вторая, и вот под третью вяжем столбик без накида. Дальше снова пропускаем 2 косички
и под третью, там где столбик без накида, провязываем 5 столбиков с одним накидом. Пять. Снова пропускаем 2 косички, под третью провязываем столбик без накида. Все, дальше весь ряд у нас с вами повторяется. Провязываем ряд и встречаемся здесь. Еще раз вам покажу, как ряд соединяем, переходим на следующий. Кстати, на этом этапе, если вы вяжете сумочку 2 цветов, вот эту ниточку можно обрезать, оставить кончик. И пока у нас стенки еще не слишком высокие, пока удобно спрятать ниточку с изнаночной стороны, используя крючок меньшего размера, спрятать ниточку здесь за нитями с изнаночной стороны, так как вам будет удобно. Так, чтобы кончика не было видно и он достаточно хорошо закрепился. Итак, довязывайте и встречаемся. Итак, ряд я довязала. Еще раз показываю, как мы переходим на следующий ряд. Петлю оттягиваем, как обычно. Заходим с изнаночной стороны. Втягиваем петлю. Дальше заходим вот сюда, под косичку столбика. Одеваем петлю. Ниточку подтягиваем, чтобы было потуже. Втягиваем ее в петлю и вот сюда под косичку. Немного оттягиваем, поворачиваем по часовой стрелке, делаем воздушную петлю. Сюда же провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Два. Три. Четыре. Все. Дальше снова смотрите, косичку, под которой мы втянули петлю, считаем за первую. Дальше вторая и под третью косичку, которая находится над третьим столбиком с одним накидом, вяжем столбик без накида. Все, дальше ряды вяжем аналогично, соединяем и переходим на следующий ряд аналогично. В высоту вяжете столько рядов, сколько вам нужно. Я свяжу еще несколько рядов вот таким цветом и заканчивать буду опять цветом Ниагара. Я провяжу ряды в высоту и затем снова с вами встречаемся. Итак, я провязала столько рядов в высоту, сколько хотела. Вы можете связать другое количество рядов. У меня получилось 2 ряда цвета Ниагара, 6 рядов цвета перламутр и еще 2 ряда цвета Ниагара я провязала. Всего у меня получилось 10 рядов. И теперь будем завершать вязание. Осталось соединить ряд. Соединение у нас будет такое же. Заходим с обратной стороны, втягиваем петлю, подтягиваем. Также заходим под косичку, одеваем петлю, втягиваем нить и начинаем обвязывать край декоративной косичкой. У нас петля на крючке, мы заходим под следующую косичку,
Вытягиваем нить. Теперь у нас 2 петли на крючке. И мы протягиваем одну петлю через другую. Вот так. Заходим под следующую косичку. Хватаем рабочую нить. Протягиваем одну петлю через другую. Вот что у нас получается по краю. И таким образом мы обвязываем декоративной косичкой весь край и встречаемся с вами вот здесь. Итак, закончили обвязывать край. Остается нам только присоединить нить и закончить этот ряд. Ниточку обрезаем, оставляя небольшой хвостик, чтобы его было удобно спрятать. Вытягиваем. Если вы использовали вязаное донышко и смотрели мастер-класс, точно таким же способом мы заканчиваем вязание, формируя вот здесь тоже косичку. Заходим под самую первую косичку, которая получилась. Вытягиваем нить наверх. Дальше с изнаночной стороны мы заходим под перемычку и в центр косички. Крючок можно взять поменьше, если будет неудобно. Вот так зашли в центр и вытягиваем нить на изнаночную сторону через косичку под перемычку. Ниточку прячем за нитями с изнаночной стороны вот здесь, так, чтобы она хорошо закрепилась. После этого нить обрезаем, то, что от нее останется. И так далее. Вот так сумочка выглядит в итоге. Теперь осталось пришить кожаную фурнитуру. Для пришивания фурнитуры я использую нитки мулине. Цвет я выбрала 3-2-4-1. У меня есть вот сумочка, которую я уже пришивала. По ней, кстати, тоже есть мастер-класс. Вот так это выглядит в готовом виде. Я думаю, вы разберетесь. Здесь, в принципе, ничего сложного. Если вам все-таки будет немного непонятно, в мастер-классе по этой сумочке я немного показываю и объясняю. Ссылку я вам оставлю вот здесь в подсказке, ссылку на этот мастер-класс, и там можете посмотреть.